Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим блинчики с творогом и изюмом. Это одно из самых любимых блюд для взрослых и детей, которое готовится на завтрак. Вначале испечем тонкие нежные блинчики на молоке, а потом завернем в них начинку. Состав компонентов вы сейчас видите на экране. Смотрите его также под видео в описании, а мы начнем готовить. Тесто будем замешивать на одном яйце. Добавляем сюда щепотку соли, чайную ложку сахара и перемешиваем венчиком. Продолжая перемешивать, вливаем теплое молоко. Я его согрела примерно до температуры 35-40 градусов. Пока выливаем только стакан. Вливаем постепенно. Просеиваем муку. Буду добавлять ее двумя частями. Муку смешать до исчезновения комочков и влить второй стакан молока. Это молоко также подогретое. Выливаем частями и перемешиваем. Тесто у нас получилось такое жидкое. Пусть вас это не пугает, блинчики будут хорошо жариться, хорошо будут переворачиваться. Сейчас вливаем сюда масло и перемешиваем до исчезновения масляных кругов. Наше тесто готово. И сейчас переходим к плите жарить блинчики. Настаиваться тесту не надо. Хорошенько согреть сковородку и смазать ее маслом. Масла много не нужно. Достаточно просто вот так пройтись силиконовой кистью по дну и по стеночкам. Тесто перемешать и перемешивать его каждый раз перед новой заливкой. Набираем половник теста и наливаем на сковородку тонким слоем. Блинчики получаются тоненькими, поэтому очень долго их на плите держать не надо. Жариться будет он максимально секунд 40, затем его переворачиваем и будем жарить на другой стороне секунд 30, где-то 25. Готовность определяется по тому, как вот от стеночки начнут отходить кончики блина, и также на поверхности не будет видно жидкого теста. Значит, блинчик готов, его можно будет перевернуть. Блинчики получаются тоненькие, с большим количеством дырочек. Вот так должен выглядеть готовый блинчик с другой стороны. Подцепляем его лопаткой и выкладываем на тарелку. Если вы хотите, чтобы у вас на блинах было много дырочек, то можно смазывать каждый раз сковородку маслом. Если это не обязательно, то маслом нужно смазать только первый раз. У меня получилось 8 очень тонких блинов. Сейчас даем им возможность немножечко остыть, а пока займемся начинкой. У меня творог зернистый, поэтому я его пробью и сделаю пастообразным. Добавляю к нему сахар, ванилин и сметану. И сейчас пробиваю смесь блендером. Добавить в творог изюм. Изюм я промыла. Затем дала ему обсохнуть и просушила бумажными полотенцами. Начинка готова, и сейчас будем заворачивать ее в блинчики. Выкладываем на край ложку творога. Распределяем его. Затем подворачиваем два краешка и сворачиваем. И таким образом заворачиваем все блинчики. Блины готовы. И сейчас переходим к плите. Будем обжаривать на сковородке на сливочном масле. Согреть сковородку и отправить сюда сливочное масло. Можно сливочное, можно топленое. Выложить блинчики. После того, как одна сторона зарумянится, перевернуть на вторую сторону и обжарить на ней.
Блинчики можно подать со сметаной, будет очень вкусно. А кто любит, ешьте с вареньем, сгущенным молоком или медом. В любой подаче они будут хороши. Готовьте и ешьте обязательно с удовольствием. Друзья, а как вы делаете блины с творогом? Поделитесь своими рецептами в комментариях. А если понравился наш рецепт, мы будем рады вашему лайку и, конечно же, подписке, если вы еще не с нами. Сегодня с вами была Маргарита. До новых встреч. Всем пока.